Всем доброй ночи. Давно у нас не было эфиров. Как-то то дела, работа, то в эти дни какое-то полоумие началось. Одним словом, здравствуйте. Ну, пока вы собираетесь, чуть-чуть соберетесь и начнем. Добрый вечер. Добрый, Яна. Я тебя не предупредила, но ты тут как тут. Здравствуй. Привет, Рана. Итак, Фемида. Фемидой называли греки богиню правосудия. Римляне ее называли юстицией. Никогда никто не задумывался, почему называется Министерство юстиции. Министерство правосудия, как бы. Итак, римляне называли юстицией, а на Востоке ее знают как карма. Госпожа справедливость или карающая матерь. Это из санскрити. Кто такая Фемида Юстиция? Она одна из главных жен Зевса. Титанида Фемида, которая перешла на сторону богов. Некоторые считают ее сестрой Зевса, некоторые считают, что она по рождению старше него. Ну, как бы там ни было, одна из жен Зевса. Хочу вам сказать, чтобы вы знали, что у Зевса было три и есть три главные жены. Это Гера, это Фемида и Деметрия. Просто Гера настолько ревнивая женщина, богиня, что не допускала особых почестей для других жен, то есть рядом с Зевсом сидела всегда она. Она была главной его женой, и она как бы соответствует знаку зодиака Лев, львица. И, естественно, как любая львица, ревниво охраняет свою территорию. Поэтому рядом с Зевсом мы постоянно видим Геру. Но мало кто знает, что у Зевса три верховные, скажем, богини, жены. Это Деметрия еще и Фемида. Это тоже его жены. Дорогие друзья, Фемида непростое божество. Я хочу вам сказать, что люди, которые много лет практикуют, относятся к Фемиде с опаской. И это правильно, потому что это настолько своенравная сила, это огромная сила, и испробована мной не раз, она слышит. Когда я дала ритуалы людям, рука справедливости и прочее, это было все связано с Фемидой, с призывом справедливости. Я сказала, что вы должны на 100% быть уверены в своей невиновности, потому что она, в отличие от Фортуны, не милует всех подряд. То есть, если Фортуна дарует удачу любому человеку, не глядя, любому, кто обратится и кто будет ее почитать, и неважно, какой образ жизни ты ведешь, кто ты есть, хороший ты человек или плохой, он так банально звучит, то Фемида совершенно иное. У Фемида есть свои взгляды, и Фемида помогает только в том случае, когда человек безупречно чист. Иначе ваша просьба может повернуться против вас. Если вы хотите наказать своих соседей, которые перед вами ни в чем не виноваты, то очень может быть, что наказаны будете вы за как бы сказать, недобросовестное обращение к ней. Поскольку суд – это место, где люди должны найти истину, а не зарабатывать деньги. Ну, должно быть, по крайней мере, да, по факту вот именно так. Спасибо. Итак, дорогие друзья,
Сейчас, одну секунду. Чуть прикрою дверь, чтобы, здравствуйте, чтобы лучше снимала камера. Дорогие друзья, вот это слово карма, которое часто используется не в правильном понимании, считается, что... Спасибо. Считается, что карма это перерождение. В общем, в каждом рождении мы каким-то образом платим за прошлые грехи, как вы считаете, да? На самом деле карма это всего лишь вселенская справедливость. Марина, со мной на «вы», пожалуйста. Я не позволяю на «ты» переходить. Сейчас, секунду, у меня пропал чат, сейчас откроется. Итак, как действует Фемида? Давайте немного вообще расскажем о ней для начала, чтобы было понятно, кто она, что за божество и прочее. Отец ее по одной версии Уран, по второй версии она рождена хаосом. Марина Пермитина, если еще раз фамильярность допустите, вы будете в черном списке. Я все сказала. Мать Гея, Гея Земля. И ее братья и сестры. Это Крон, Рея, Гиперион, Тая, Океан, Тифида. Это все ее братья и сестры Титаны. У нее есть дети, рожденные от Зевса. Но не только от Зевса, потому что богини себе позволяли определенные вольности, и иногда их дети рождались и от других божеств. Атропос, Дике, Клото, Лахесис, Эвномия, Эйера. Ну, это вам не нужно запоминать, но некоторые из этих божеств и полубогов, скажем, его детей, да, они отвечают за правосудие, за справедливость, за суд, за месть. Говорят, что ее основная спутница, а по некоторым данным ее, то ее любимая ученица, то ее дочь Немезида, богиня мести, которую она направляет на тех людей, которые недостойно, скажем, проживают свою жизнь, которые достойны мести. Немезида, она и ее спутница, и по разным версиям ее дочь. Понимаете, как мифология, она очень сложная такая наука. И вообще теология сложная наука. И поэтому есть несколько версий, и эти все версии имеют место быть. Они нужны, если мы потом будем объяснять ритуальную часть, например, почему, как к ней обращаются и так далее, то вот эти тонкости, они будут нужны. Вначале она изображалась с весами и с рогом изобилия. Кстати, рог изобилия был не только у богини Фортуны, рог изобилия был и у Деметрии, сейчас есть. Но в отличие от Фортуны, Деметрия держит рог изобилия, то есть кверху. И в этом роге изобилия все растения мира, все, в общем, флора вся помещается. Все, Марина, пошла нахер отсюда. Ингулькой назовешь кого-нибудь другого. Я никому не разрешаю. Абсолютно. Расила Кушмутова, или как там вас зовут. Если вы не хотите, чтобы к вам обращались на «вы», тогда вы тоже обращаетесь на «вы». Все одинаково перед Богом, и Богу обращаемся на «ты». Расилия, вы можете идти нахуй. До свидания. Видите, я с вами на «вы».
Я со всеми обращаюсь на «вы», если что. Но вот Расилу я отправила туда в уважительном тоне. Закончили разговор? Еще есть желающие на «вы» обращаться? Я еще не помню, чтобы я с кем-то на «ты» обращалась. Я обращалась как я обращалась. А если вам не нравится мой форум, вы можете катиться к чертовой матери. Вас никто здесь не держит. Все, закончили. Итак, ее ближайшая подруга, некоторые говорят ее сестра, это Метида или Метис. Богиня мудрости, потому что считается, что Фемида должна выносить свои приговоры только учитывая свою мудрость. Только будучи мудрой, она должна выносить свои приговоры. Нельзя судить без мудрости, без дальновидности. Следующий момент. Чего ты, Пусь? Иди ко мне, иди. Это Пуся у меня тут хлюпает. Он немножко простыл, оказывается. Вот мы его лечим. Не думала, что собаки простывают. Вот оказалось, что они тоже простывают. Ну, да, Мирика, тут есть люди, которые очень хотят куда-то. Вот они туда и пошли. Да, ничего, Пусик почти уже выздоровел. Так по ночам у него схватывает последние дни. Он очищается, видимо, гортань. Значит, основные ее, скажем так, сопровождающие, да, и те, которые помогают ей творить правосудие, их еще называют Мойрой, богиней судьбы. Среди них есть ее дети в том числе. Это Эвнамир, благозаконие, Дике, справедливость, Эйрену, мир, Лахесис, судьба и Атропос, неотвратимая. То есть определенные вещи, которые, если уж, скажем так, она решила наказать, если уж она направила свои стрелы наказания, то это уже неотвратимо. Самое интересное, что малоизвестный факт про Фемиду, это то, что она мать Прометея. Она мать Прометея. И родила она Прометея не от Зевса. Вот почему Зевс так жестоко мстил. Дорогие друзья, насчет года шумного и прочего, меня спрашивали, где посмотреть мои предсказания, потому что действительно все, что я сказала, сбывается уже, к счастью или к сожалению. Посмотрите предсказание 2019 год. И я сказала, что под покровительством Зевса этот год проходит. По славянскому календарю это год парящего орла. Но вы не забывайте любимую птицу Зевса. Орел был, правда? Вот так что все взаимосвязано. Ничего отдельно друг от друга не существует. Оказывается, что Фемида указала Прометею, где, каким образом добыть огонь. И знаете как, это двоякое такое понятие. Прометей не только огонь принес людям. Огонь – это символизированное знание, свет. Прометей принес свет людям, то есть образование принес, за что он был наказан. Если помните, точно такой же образ сатаны есть в Библии, когда он показал дерево добра и зла. Значит, благодарю, Наталья. Значит, дальше пойдемте.
Образ сатаны и Прометея часто связывали между собой. Кроме того, сатана тоже считается дарителем знаний. Откройте, посмотрите мою лекцию «Дьявол родословные». Там вам очень много станет ясно. Кавказские народы тоже чтят Фемиду, но ее называют Матерь Справедливая. Объясню почему. Потому что кавказские народности тоже почитали Прометея. И считалось, что он прикован к скалам Кавказа, если помните, да, Прометей к скалам Кавказа прикован. И у грузин есть такой праздник, называется Амираноба. Так вот, Амиран– это Прометей у грузин. Грузины называют его Амираном. Пострадал он за правду, боец за правду переводится. И вот в этот день Амираноба все, значит, кузнецы выходят с этими цепями и начинает греметь, ударять друг об друга и греметь. Это говорит о том, что как бы древний протест против богов «освободите Амирана», то есть Прометея. У армян его называют Артаваст. Может богиня ходить в сторону, может, тем более, что Зевс тоже был очень любвеобильный, у него тоже куча детей от разных женщин земных. Так вот, и общее название того спасителя, которого ждал Кавказ всегда, его звали Рушан. Рушан, который придет и как бы спасет народы. То есть тот, который укажет путь народу. Сейчас я вспомню, на Северном Кавказе еще есть одно название его. Если я вспомню, я вам скажу. Так. Не вспомню, нет. Как же все? Еще одно обозначение есть у северокавказских народностей. Ну, ничего страшного. Потом как-нибудь об этом поговорим. Сейчас речь не о Прометее. Когда Зевс влюбился и хотел жениться на Фетиде, не на Фемиде, на Фетиде, богине Фетиде, то резко выступила против Фемида. Она сказала, что ей открылось будущее. На самом деле у нее было еще дар прорицания. Это говорит о том, что судьи должны обладать видением, прорицанием практически. Должны быть хорошими психологами, чтобы определить, кого они судят. Преступника или простого человека, который попал в какую-то, знаете, передрягу, стал жертвой чего-то. Так вот, она сказала, что Зевсу не нужно жениться на Фетиде, потому что ей открылась страшная тайна о том, что если Зевс на ней женится, то рожденный сын от этой богини свергнет его. И тогда Зевс, испугавшись, срочно женил, то есть, извиняюсь, выдал замуж Фетиду за земного царя. И из союза Фетиды и ее супруга земного родился кто? Ахиллес. И что случилось на этой свадьбе? На этой свадьбе случилось следующее, что все боги и богини были приглашены, только одна богиня по имени Эрида, не путайте с Иридой, Ирида– это богиня радуга, Эрида, богиня раздора и ссор, ее не пригласили. И она всем отомстила, кинула значит, из крыши, она кинула туда сверкающее золотое яблоко, на которое было написано «самый прекрасный». И вот Гера, которая выступила вперед, сказала, что самая прекрасная это она, поскольку мы потом поговорим об этом, я пока еще рассказываю. Выступила вперед и сказала, что самой прекрасной богиней является она, поскольку она верховная богиня и как бы первая леди, да, жена Зевса. Однако тут же выступила Афродита и сказала, что самой прекрасной должна быть она, потому что она богиня любви, красоты и так далее.
Эрида. Ирида – это богиня радуги. Эрида. И, разница есть. И подоспела Афина, которая сказала, что самая прекрасная – это она, потому что она есть дочь Зевса, и она одна из главенствующих богинь мироздания. Остальные испугались даже подойти. И эта ссора дошла до таких пределов, что они подошли к Зевсу, который не смог понять, то есть не смог решить этот спор, и отправил их решить этот спор с земным человеком. И когда они летели наверху, да, Троянская война, когда они летели, они увидели Париса, пастушка, который был сыном Приама, то есть царя Трои. На самом деле царь Трои не знал, что у него есть сын, потому что когда он родился, то ему сообщили, что этот мальчик принесет горе Трое, и он приказал убить его, но мать пожалела и тайком отдала своим приближенным, которые оставили этого ребенка пастухам, попросили воспитать. И он не знал, что он царский сын, и как бы царь не знал, что его сын жив, но богини знали его, они знали, кто он такой по рождению. И они подходят к нему и говорят: рассуди нас. И каждый из них отдельно подходил и говорил. Гера сказала: если ты дашь яблоко мне, я сделаю тебя самым богатым, могущественным человеком на земле. Афина сказала ему: если ты присудишь это яблоко мне, то я подарю тебе множество побед и очень много знаний и мудрости. А Афродита сказала ему: если ты присудишь это яблоко мне, то я подарю тебе самую красивую женщину на земле. Накручивать дизлайки. Ну, больше нечем же, наверное, заниматься, да? Ну, сейчас посмотрим. Если слишком много будет дизлайков, сорвут прямой эфир. Вы знаете, мне уже сколько в моей памяти все время так делают. Долгое время то срывают прямой эфир, то еще что-нибудь делают. Но от этого им ничего абсолютно не добавляется. Понимаете? Абсолютно. Ну, сейчас попробуем с вами спасти этот эфир, если получится, конечно. Я просто на время отключу лайки, дизлайки, тогда они ничего не смогут сделать. Да, у нас это уже сплошь и рядом постоянно. Это говорит о том, что я уже победила этих людей. Иначе бы у них не было этого. Да, чтобы судить точно так же, бескомпромиссно, поэтому у нее привязаны глаза. То есть считается, что... Сейчас, секунду. Да, накручивать дизлайки, это нормально. Я не знаю, от дизлайков срывается прямой эфир. Если срывается, то я попробую абсолютно, то есть убрать на время. Сейчас, секунду. Вы знаете, что я хочу вам сказать? Я хочу сказать, что это говорит об их несостоятельности. И больше ни о чем. Панель управления. Не могу найти прямой эфир. Надо найти и отключить. Может быть, найду. Ну, сорвется, ничего страшного, дорогие друзья. Ничего такого нет. Я вполне могу сделать другой эфир. Или могу просто снять видео, да? Угу. Рейтинг, да, нужно отключить, правильно я поняла? Отлично. А теперь посмотрите, пожалуйста. Не, зачем выходить? Теперь посмотрите, пожалуйста, там
Показывает опять лайки, дизлайки или не показывает? Лайки, дизлайки или не показывает? Показывает? Нет, больше не показывает. Вот он, видите? Закрыла. Еще раз перезагрузите, все. Можем продолжать спокойно. И не о чем нервничать. Сорвется, я сниму про это видеоролик, выложу. Ничего страшного. Знаете, что я говорю в такие моменты, когда в Одноклассниках у меня постоянно в день по 3-4 раза сливали мой, профиль. Я заходила и создавала. 3-4 раза они срывали в день и не могли ничего сделать с этим. Утром просыпались, а у меня опять, скажем так, хакерство тут ни при чем. Тут заходишь просто в свои видео и отключаешь лайки без лайки, больше ничего. Дорогие друзья, я родилась под покровительством богини Ники. Ника богиня победы. Таких людей победить невозможно, понимаете? Они водолеи. Водолеи, они очень, скажем так, очень сильные личности. С ними бороться бесполезно. И самое интересное, что всю жизнь водолеев будет борьба. Всю жизнь им подкидывают поле боя, всю жизнь. Я всю жизнь воюю. Мне там то создают грязные там про меня, значит, гадости пишут, то создают грязные форумы, то пишут всякую там сочиняют. То чего только там не делается против меня, значит, можете читать, не обязательно заговоры учите наизусть. Можете читать, почему бы нет. То есть, как вам объяснить, бесполезно. И вся моя жизнь будет постоянно, скажем так, постоянная борьба за выживание. И меня никто не выживет отсюда. Это однозначно. Уже сколько лет я слышу, что все водолеи под Никой. Я уже сколько лет слышу. Все, конец Хусроевой, конец пришел и так далее. Меня сливали 100 раз мой канал. Я не знаю, сколько раз. Наверное, 20 раз больше сливали мой канал. Сейчас у меня, может, 500 000 было бы народу, да? Значит, ну, это хорошо, что в Караганде спокойно. Я за них рада, что я могу сказать. Я действительно рада за них. И никто им ничего плохого-то и не сказал, на самом деле. И я всегда нахожу выход. Я по новой создаю каналы, по новой. И вот на этот случай, когда пытаются свалить, да, завалить или что-то еще сделать, львы – это Гера. Значит, я говорю следующее. Хрен вам, а не 8 марта. Так что, дорогие друзья, да при чем здесь не нравится? Нравится, не нравится, тут ни при чем. Это зависть. Это сучья зависть. Когда тупые люди видят умного человека, у них просыпается зависть. Мы сейчас не будем обсуждать, кто под каким знаком рожден, хорошо? Откройте в интернете, есть информация об этом. Я не рассказываю ни про близнецов, ни про кого-то другого. Закрыли тему. А вы представляете, как они мне рейтинг поднимают, если целой страной накинулись и не смогли мне ничего сделать? Как они подняли мне рейтинг? Хосроева не осетинская фамилия. Хосроева есть и ассирийцы. Точнее, есть и осетины, и ассирийцы, скажем так, да? Разные есть национальности. Да, кстати, спасибо большое блогерам из Казахстана, спасибо. Потому что столько народу меня узнали, снова добавились, я даже не ожидала. Вы не понимаете никогда, что если вы говорите о человеке плохо, и нормальный человек заходит и видит, что это абсолютно другой человек, понимаешь, что это абсолютно интересный человек, они остаются. Вы этим делаете мне еще лучше. Пусек, иди ко мне, мой хороший, иди. У него носик заложен. Иди, Пусек, иди, вот так, садись, все. Так, да ничего они не сделают, ни хера мне, господи. Столько было таких желающих. Вон один был такой воровского мира мужик. Чего он только мне не угрожал. Он лежит сейчас 2 метра в земле, прохлаждается и улыбается мне с надгробия, как живой. Так, Жанна, я вас блокирую, потому что
У нас совсем иная тема. Наверное, подняли. Я никогда не ждала, что... Вы знаете, я хочу вам сказать, что если целая страна накидывается на человека, этим показывают, насколько ты сильна и опасна. И больше ничего не могу сказать. Потому что не на каждого накинутся столько людей. Кто на меня только не накидывался? Скажите мне, пожалуйста, за эти годы, сколько вы наблюдаете, кто на меня только не кидался. Только вот знаете что? Оставили свои протезы на скалах моих и ушли. Так, я не знаю, что там прокурор будет читать. Я даже не знаю. Он просто отпишется, напишет: нет состава преступления, до свидания. А в переводе на русский: пошли бы вы туды. Продолжим, дорогие друзья. Так вот, юстиция уже у римлян совершенно другое изображается. Если у греков она в одной руке держала изобилие, в другой держала весы, нет. Это говорило о том, что она думает, кого наградить на самом деле, да? Она думает, кому дать награду в жизни. То римляне вложили ей в руку что? Ей в руку меч, чтобы она карала. То есть для римлян она стала карающей. Так вот, хочу вам сказать, спасибо, хочу вам сказать, что вот та самая Фемида, которая стоит везде возле прокуратур и судов, это не совсем, скажем так, Фемида, это юстиция. Объясню почему. Потому что рог изобилия был у Фемиды, а вот юстиция, она уже изображается с мечом, то есть она карающая. Вот то, что вы говорите о том, что карма, там, перерождение в одной жизни, там, вы платите за другую жизнь и прочее, прочее. Давайте мы об этом потом поговорим. Нету ни перерождения, нету ни 100 жизней. Жизнь одна. Человек приходит один раз в этот мир. Если интересно, может быть, чуть позже я сниму об этом, и все-таки мы поговорим о мире потустороннем, то есть после смерти. Хотя столько говорили, но да ладно, людей новых много, поговорим еще раз. Мне не тяжело. Если человек не знает, за что его судят, согласитесь, он, не понимая, за что его осуждают, он не будет делать выводы. Человек должен понимать, за что его осуждают, для того, чтобы, скажем так, в следующий раз не совершать эти проступки. Так вот, карма, карающая матерь, это вселенская справедливость. Дорогие друзья, перейдем, скажем так, к чему? Как работает карма? Или юстиция, или Фемида. Что она делает? Каким образом? Как к ней обращаться? Во-первых, начнем с того, что я дала вам некоторые ритуалы обращения к Фемиде. И я вам сказала, строго-настрого предупредила, если вы 1000000% уверены в том, что вы правы, что вы справедливы, то обращайтесь к ней, она вам поможет. За короткое время вы увидите, как люди будут наказаны. Но только теми, скажем так, ритуалами, которые можно простому человеку. Не берите ритуалы для практиков. Практикующие люди, то есть люди, которые служат культу магии или богов, неважно, они обращаются к ней, но у них немножко иное обращение. Это более глубинное, сильное и не дано простому человеку. То есть для этого нужно иметь особую связь с ней, привязанность к ней. Главный принцип, да, обращение к Фемиде — справедливость. Не наживаться. Убей моих там врагов, чтобы их имущество мне досталось или что-то еще. Нет. Справедливость, душевная мука, гонение, что-то еще. Она сразу помогает. Следующий момент. Дорогие друзья, в этой жизни вы должны, обязаны жить порядочно.
Потому что если вы делаете не то, что зло, зло можно делать человеку, если он это заслуживает. Опять же говорю, Фемида, она не богиня всепрощающей доброты и всеобщей любви. Она богиня справедливости. Если человек достоин мести, если человек достоин кары, он должен эту кару понести. Вот в этом и есть справедливость. А что значит, если человек кого-то невинно убил, он должен понести наказание. Но тот, который не виновен, за него платить не должен. Понимаете? Ой, опять это тупые вопросы начались. Так вот, Фемида, юстиция смотрит на ваши поступки. Если вы сделали нечто, когда вам не осталось иного выхода и выбора, то вы можете знать и рассчитывать на ее помощь, на ее покровительство и прощение. Если вы намеренно пошли на подлость, она вам это вернет. Скажите мне, пожалуйста, поднимите руки люди, которые находили, например, 500 рублей и после этого 5000 не теряли или еще больше. У всех было так. Нашли кольцо, через некоторое время свое кольцо потеряете или еще что-нибудь потеряете. Обязательно расплатитесь за это в 10-кратном размере. Потому что несправедливо обладать чем-либо, ничем за это не платить. Когда люди да, найденные вещи вообще не надо брать. Иногда бывает, что, скажем так, это как бы скинуто на эти вещи болезни. Так тоже бывает. Когда люди считают, что делая что-либо тайком, в тайне, все это осталось в тайне, и за это не придется платить, они очень сильно ошибаются. Потому что они расплачиваются за это, расплачиваются в тот момент, когда они не ожидают и не ждут. И расплачиваются не лично они, расплачиваются их дети, внуки, правнуки. Я очень часто вижу, когда, например, люди, которые обижают животных, считают, что раз животным, за животных некому, да, заступаться, значит, это все хорошо. Хочу вам сказать, что очень много случаев на моей памяти ранней смерти людей, причем мучительная смерть людей за то, что они в детстве мучили кошку, собаку и так далее. Это говорит о том, что все-таки есть, понимаете, все-таки есть справедливая расплата, и она настигает обязательно. Если мы платим за своих предков, и наши дети будут платить за нас, и в хорошем, и в плохом смысле, это тоже говорит о расплате. Это говорит о том, что мы расплачиваемся за все, что делаем, или за все, что сделали наши предки. Я видела людей, которые, например, показывают по телевизору, да, вот они сделали гадость человеку, скажем, обманули. Вот женщина была, которая многодетная мать, она обещали ей деньги отдать, взяли эти деньги, сказали: ой, вы знаете, я сейчас эти документы забыла, сейчас секунду выйду, занесу, тогда давайте я пойду в банке, пересчитаю их, все там как положено, комиссию за это заплачу, перекину на вашу фамилию и так далее. Выходил человек и исчезал. И никто не мог доказать. И вот, невозможно доказать, потому что она говорит, не было такого, врет она хочет у меня деньги выманить, она шантажирует и так далее. Через некоторое время ее дочь попадает в аварию. Ребенок со школы возвращается и попадает в аварию. И я этот сюжет даже помню, когда ее снимали, и она таким довольным видом, довольной мордой, я бы сказала, говорила, что, мол, пусть докажет. А что, никто не докажет, не было такого, нет. И вот с такой улыбкой, мол,
Ну, попробуйте, докажите там, я посмотрю, как вы докажете. Но через некоторое время ее дочь умерла. Понимаете? Она расплатилась. Не может быть такого, чтобы человек за это не расплатился. Кроме того, хочу вам сказать, что да, выложи. Лида достойна, чтобы это показали, потому что она действительно человек с большой душой. Это редкие люди и редко вообще. Чиновники, получатели наказаний, да, дорогие друзья, запомните одну вещь. Оставьте ей месть. Когда вы хотите отомстить человеку, если вы хотите, чтобы человек за все расплатился, значит, выкиньте в сторону лицемерие. А я вам объясню, почему. То есть, каким образом, да? Почему не наказывают ваших врагов? Вы вспомните, что вы говорите принародно. Вы принародно говорите: я не держу на него зла, Бог ему судья, я не такой человек, ничего я там не держу, пускай живет, радуется и так далее. Вы говорите при людях вот именно такое. И эти слова доходят до Фемиды о том, что вы решили простить. Это как, знаете, арбитражная сутка, в котором вы помирились и обратно забрали заявление. Это одно и то же, поверьте мне. Вы помирились, вы сказали: я ничего не хочу, пускай Бог судит этого человека, правильно? Все, до свидания. Но если вы в душе хотите мести этому человеку, вы хотите, чтобы все-таки человек по справедливости ответил, правда? Значит, говорите это, значит, не нужно об этом, не то что умалчивать, не нужно делать лицемерное лицо святоши и говорить: Бог судья, я вот это самое, значит, я не злюсь, я не обижаюсь, пускай там живет, я не злой человек, а в душе думаете: нет справедливости на земле. Как правило, все люди именно так и говорят: нет справедливости. Здравствуйте, добрый вечер. Когда спрашиваешь: ты хочешь наказание его? Человек говорит: нет, я не такой человек, я верующая женщина, я вот Бог судья, я зла не держу. Но тогда чего ты хочешь вообще? Что ты хочешь? Ты хочешь наказания, просто ты хочешь свое лицо спасти, ты хочешь выглядеть доброй, порядочной женщиной, правда? Ты хочешь быть порядочной. Но при этом ты хочешь мести. Определись. Если ты хочешь мести, ты говоришь: пусть он получит столько, сколько мне причинил. И поверьте мне, человек именно столько и получает. Человек не получает больше наказаний или меньше. Когда мы говорим 100 раз больше получит. Нет, не 100 раз и не 10 раз. Он получит ровно столько, сколько он причинил боль. Говорите открыто или хотя бы ничего не говорите, раз уж вы не хотите, чтобы люди о вас плохо подумали. Ничего не говорите, но вы хотите этой мести. Только тогда она вас услышит. Сейчас объясню, почему. Слушай, ты, ну же тебе ответь, будет или нет. Пошла нахер отсюда. Нахер пошла. Ответь ей, быдло. Соберутся чмошники. Научитесь общаться со мной. Я вам не позволю со мной вот в таких равных тонах разговаривать. Ты ответь, ты давай, ты я жду. Что вы себе позволяете, быдло? Пошли дальше. Силы, они демократичны. Силы очень справедливы. Они никогда не будут вмешиваться в вашу жизнь, пока вы не попросите. Учтите это раз и навсегда. Пока вы не попросите и не скажете, что вы хотели бы, вы просите, вы согласны, они никогда не будут вмешиваться в вашу жизнь, дорогие друзья. Если вы хотите справедливости, то дайте силам возможность эту справедливость вам предоставить. Понимаете меня? Если вы хотите эту справедливость, скажите: я согласна, сделайте это. Потому что пока вы говорите: я не держу зла, я не хочу, чтобы его наказали, пусть он живет 100 лет, Господи, я не хочу его смерти, мне его смерть не нужна, лишь бы вот это.
Если вы так говорите, то его наказывать не будут. Потому что вы же сказали, я не хочу его наказания. Но вы хотите, чтобы вы выглядели хорошими, но в то же самое время, чтобы была справедливость. Значит, или-или. Третьего не дано. Или вы говорите, да, я согласна, пускай его наказывают, или вы говорите, я прощаю и больше не сетуете, и больше не жалуетесь на всемирную несправедливость. Потому что такого нельзя прощать. Я иногда сама так говорю, вот мне вас жалко, жалкие вы и так далее. Потом понимаю, что я сама ошиблась и неправильно сказала. Не жалко, не жалею. Пускай наказываются столько, сколько они должны. Не будьте кровожадные. Если за причиненный вред у соседа дом сгорел, ему этого достаточно. Дальше не хотите, не просите, иначе силы справедливости разозлятся и вас самих накажут. Когда мне говорят, дайте нам, пожалуйста, ритуал, чтобы выиграть в казино и так далее, я говорю, дорогие друзья, не ищите легкой наживы. Если вы за это ничего не отдали, вам за это ничего не вернут. Мы должны платить своей энергией, временем, понимаете? Невозможно получить что-либо, не прилагая усилий. Это уже не ваше, вы за это не платили. Значит, вы будете платить по-другому. Или заплатят ваши дети. Евреи, когда теряют деньги, они говорят, спасибо Боже, что взял деньгами. Они поняли, что в мире есть всемирное равновесие. Вы думаете, вот эти весы для чего существует у нее? Равновесие. Наказание должно быть ровно столько, сколько человек натворил. Не меньше и не больше. Следующий момент. Был такой случай, я вам сейчас расскажу, когда умерла девочка. Умерла девочка рядом с, ну, в общем, по соседству. И мать раздавала ее вещи. Она раздала ее вещи соседям. И ночью она приснилась и сказала, мама, зачем ты отдала вот мою любимую там кофту? Я в кармане положил свои золотые серьги. Пожалуйста, попроси их вернуть обратно. Она говорит, я пошла, я чувствую, что действительно они взяли эти серьги. Я им говорю, я сняла, говорит, со своих ушей серьги, я говорю, я вот неправильно себя, ну, не подумав, не проверив, вам отдала, верните, пожалуйста, серьги. Вот вам мои серьги, только ее серьги отдайте мне, это память. И они ее не просто отругали, они ее побили и выгнали, эту женщину. Она говорит, я пошла, хотела пойти в милицию заявить, туда-сюда, но плохо себя чувствовала и решила пойти утром. Она легла спать. И ночью снится дочь и говорит, мам, ничего не нужно, никуда не ходи, я сама им отомщу. И на следующий день она говорит, мы проснулись от криков, там соседи бегут. Оказалось, у них там проводку замкнула. И абсолютно новый дом сгорел дотла. Дотла, абсолютно новый дом. Вы, Светлана, вы вообще понимаете, о чем говорите? Вот сейчас вы задаете мне вопрос, отдадут ли деньги, не отдадут. Дорогие люди, имейте, пожалуйста, культуру общения. Это ведь не тема вопросов и ответов, или помогаю всем, или спрашивать. Это тема другая. Вы же понимаете, что здесь совершенно другая тема. Зачем вы под роликом задаете личные вопросы? Уважаемые люди, вы же должны понимать, что это просто лекция. Это лекция совсем о другом. Но имейте, пожалуйста, культуру общения. Вы хотите, чтобы к вам хорошо относились, но вы абсолютно не уважаете ни время человека, ничего. Мало того, что мы перед началом прямого эфира там отключили эти все лайки, дизлайки, чтобы продолжать, вы дальше делаете. Чего? Не вижу. Ну ладно. Форум не открывается. Итак, следующий момент. Первое. Если вы хотите обратиться к ней, помимо тех ритуалов, что я дарила, может быть, другие не найдут эти ритуалы. Спасибо.
Вот благодаря некоторым блогерам из Казахстана столько людей меня узнали. Сегодня везде мне пишут. Ой, как хорошо, что они про вас сказали. Мы так счастливы. Спасибо большое. Как приятно, как хорошо. Сколько им объяснить и говорить, что антиреклама против меня всегда мне на руку. Ну да ладно. Потом не забывайте, что я ведьма, уважаемые люди. Я питаюсь отрицательными эмоциями, злостью моих врагов и усиливаюсь, понимаете? Ну когда до вас уже дойдет, ну? Итак, следующий момент. Значит, первое условие, чтобы Фемида вам помогла. Никогда не говорите одно здесь, думайте другое внутри себя. Говорите правду. Если вы хотите, чтобы она вам честно помогла, вы должны быть честны. Ой, здравствуй, солнце мое. Ты мне кинь, пожалуйста, ссылку болгарского канала. У меня же есть еще и болгарские каналы, и есть и тюркский канал на тюркском языке, есть и я уже не знаю, много каналов. На английском вот Сурен создает. Да, да, да. Это Татьяна, она... Ой, Наталья, извиняюсь, все, перепутала. Да, вообще всем спасибо, всем, кто ведет мой канал. Наверное, я не знаю. Притягивает. Нет, я никогда не стремилась ни к рекламе, ни к антирекламе. Все делалось за меня. Сила меня прославляет по-всякому. Я всегда говорила такую вещь. Силы меня одаривают еще больше во время травли. Они как бы хотят сказать, вам не дано свалить того, кого мы подняли, понимаете? Кстати, завтра поеду, у меня залежались уже там эти все посылки с разных стран. Надо будет забрать. Итак, первое условие, чтобы она вам помогла и услышала, это чтобы ваши мысли и слова совпали. Если вы хотите наказания ваших врагов или обидчиков, говорите следующее. Пусть их накажут силы справедливости. Вот как он заслужил, пусть столько и получает. Или пускай наказывается, пускай получит за то, что сделал. Пусть ответит за мои слезы. Говорите при всех. Все, вы дали, как бы вам сказать, грубо говоря, как команду этим силам. Вы дали разрешение. Вы сказали, я позволяю вам за меня мстить. Я не против. Следующий момент. Вы должны быть уверены, что вы 1000000% правы. Если вы считаете, что они не поймут и не узнают, о, Господи. Привет, Марго, привет. Если вы 100% не уверены в том, что вы правы, есть хоть капля сомнения, то не стоит нагнетать обстановку, не стоит обращаться к ней. Лучше оставьте это до лучших времен. Следующее. Вот так и хорошо. Вы говорите, отвечают ли чиновники и прочее варьё за все, что украли, за слезы людей? Отвечают. Какая разница в рождественские дни? Вот какое имеет отношение Рождество к магии? Объясните мне, пожалуйста, темному человеку. Не могу понять. Господи. Ой. Вы не должны быть кровожадны. Если вы желаете справедливости, вы должны быть справедливы. Вот сколько вам человек сделал, столько он и получил. Сделал вам больно, попал под нож хирурга, потратил огромное количество денег. Еще через некоторое время он еще и как бы восстанавливался, то есть перетерпел боль. Хватит, достаточно с него. Не будьте кровожадны. Силы правосудия не любят кровожадность человека. Если человек уже наказан достаточно, отстаньте, отойдите от него. Он это уже как бы получил сполна. Следующий момент. Все, что вы творите, делаете, все это где-то регистрируется и пишется. И в какой-то момент вы за это заплатите. Многие люди, которые сделали очень много
подлости и нехорошего расплатились в такое время, когда они даже не ожидали этого. У меня подписчиков 715. Но когда я отключаю, то показывают настоящие цифры, иногда 3-4 тысячи. Вспомните фильм «Крестный отец». Помните, когда он сказал, если хотят достать тебя, то достают тех, кого ты любишь. Вот вспомните этот фильм. И в итоге он расплатился жизнью своего ребенка. За все жизни, за все, что он сделал. То есть это говорит о том, что если Фемида хочет вас наказать, она ударит по больному. Знайте это, не забывайте. У каждой души на этом свете есть покровитель, есть помощник. Даже если в этой жизни он не защищен, если даже в этой жизни он, скажем так, бессилен против вас что-либо сделать, в другой жизни, Господи, ваши дети за это расплатятся. И вы это увидите. Следующий момент. Мстят ли души после смерти? Я об этом немного больше расскажу позже. Мстят ли души, которые, скажем так, были убиты, да, или ушли безвременно? Это сила правосудия и порядка, в том числе и правопорядка, и карма, карающая матерь. На самом деле мертвые мстят, но в том случае, если им дано право мстить, то есть это особая привилегия, которая дается ушедшей душе для того, чтобы иметь право задержаться в этом мире и отомстить за себя. Так что мертвые после смерти мстят. Это тоже имеет место быть. Но только они должны быть абсолютно, скажем так, безвинны в том, что с ними случилось. Только в том случае им позволено оставаться на земле и видеть наказание всех врагов и обидчиков. Только после этого уйти в вечный покой. Итак, дорогие друзья, я хочу вас попросить напоследок. Я готовилась к более обширной теме, но поскольку начали мешать, уже как-то сбились мы немного с толку. Может, я поставлю на зарядку, и чуть позже я сниму о жизни после смерти. Я думаю, что это интересно, правда? Хотя мы об этом очень много говорили, но в любом случае. Добрый вечер. Итак, первый принцип получить справедливость. Напишите мне, пожалуйста. Я как педагог должна закрепить в ваших головах вот эту истину. Что первый принцип, если вы хотите справедливости? Это не просто слова, запомните, это выстрадано жизнью. Первый принцип, если вы хотите получить справедливость, ваши желания и слова должны совпасть. Если вы хотите мести, а на слове говорите, что вы не хотите мести, то мести не будет. Это самый главный принцип. Не лицемерьте, не стройте себя святош. Вы хотите, чтобы человек получил? Вот и говорите. Пусть получает по заслугам. Второй принцип. Не будьте кровожадны. Если человек расплатился сполна за то, что сделал, оставьте этого человека. Третий принцип. Будь уверен. Полностью будь уверен, что ты прав. Не потому, что тебе так удобно, выгодно, потому что это ты так думаешь, что ты прав. Очень может быть, что это совершенно не так. Садись и подумай. Потому что иначе карающий меч опустится на твою голову. Да, самому быть честным перед собой. Порядочность. Я вам расскажу один случай, и вы поймете, что на самом деле справедливость существует, если мы живем по этому принципу. Невозможно урвать у Вселенной, у божественного начала ничего для себя полезного угрозами, грязью и подлостью. Вы обязательно за это заплатите. Я вам сейчас объясню, почему.
женщина, которая отдыхала у своих родственников, разговаривала все время по телефону, звонила в разные места. Она отдыхала у них бесплатно, вела себя развязно, люди были очень воспитанные, терпели, им было, как бы скажем, неудобно обидеть человека, гостя тем более. Она ничего не покупала домой, абсолютно за их счет жила, целый месяц отдыхала, радовала жизни, звонила куда хотела. И в конце оставила огромный счет за электричество, за телефонные разговоры, там несколько тысяч долларов практически. И уехала радостная, думая, что она прям, ну такая вот молодец женщина, вот так вот смогла, значит, их обдурить. И так получилось, что у нее были очень важные документы, у нее были новые открытые счета, которые там с этими документами лежали. Все это было у нее в одном кейсе. И когда она в аэропорту, значит, повернулась в какую-то сторону, женщина какая-то что-то спросила, и через пару минут, когда уже вернулась к своим вещам, посмотрела взглядом и увидела, что это все забрали. И тут же у нее со счетов все это было опустошено и снято. И так полиция и не нашла ни этих мошенников, никто там украл это все. Там были очень важные вещи для нее, там были ценности, которые... Все это ушло абсолютно. Вот она сделала людям ущерб, несколько тысяч долларов, а у нее практически просто сумма на целого дома, целой квартиры из-под носа забрали. И она не смогла никак это найти, вернуть не смогла. А была другая женщина, которая отдыхала в отелях, и когда... Обучение я не веду. Отдыхала в отелях, и когда ей приносили счета, она, значит, подзывала этого, ну, обслуживающий персонал отеля и говорила: вы знаете, молодой человек, вы забыли, вот я еще на массаж ходила, я еще туда-сюда, я вам еще должна где-то вот 500 долларов с чем-то, поэтому добавьте, пожалуйста, к счету. И все время они удивлялись ее честности, абсолютно удивлялись, что ну как же, она могла спокойно уехать, и когда еще вернется, это твоя оплошность, и она имеет полное право ничего не оплачивать. Они все время ее благодарили, она оплачивала оставшуюся сумму и уходила из отеля. И как-то так получилось, что она в спешке оставила дорогую шубу, которую ей подарили на сколько-то там тысяч долларов, оставила на каталке в аэропорту, взяла сумку и спешно побежала, значит, перешла регистрацию. И через полчаса с чем-то она поняла, что ее шубы нет, что она забыла. Она говорит: я была просто в шоке, потому что аэропорт, ну, я подумала, ну, ладно, я с самолета выйду, сразу сяду в такси и поеду. Хотя была очень расстроена. И через несколько минут после того, как она увидела, что шубы нет, она увидела, что молодой человек машет ей рукой и, значит, бежит вместе с ее шубой и говорит: девушка, вы забыли, я издалека увидел, что вы забыли шубу, я принес вам отдать. Понимаете, если ты честен, то Вселенная честна в ответ к тебе. Поверьте мне, это так и есть. Бумеранг тут ни при чем, Алена. Бумеранг абсолютно ни при чем. Бумеранга не существует. Это больше люди придумали для своего утешения. Это, как бы вам сказать, равновесие. Это равновесие Вселенной. Она нигде никого не обманывала. Она отдавала, она не хотела, чтобы люди из-за нее, даже из-за своей неосторожности, да, рассеянности, скажем так, чтобы люди из-за нее расплатились сами. И вот точно так же, да, в моей жизни очень много таких случаев. Я, например, всегда оставляю чаевые, я всегда оставляю таксисту. Я много раз было, что люди, скажем так, путали, давали мне больше денег сдачи. Я отдавала обратно. Я уже разъясняла об этом, Наталья. И да. Вот почему. Если человек честен, если человек
не радовался тому, что вот кто-то потерял, а я нашел, и я знаю, кто это, и я там след не кричу, не говорю. Если человек честен перед собой и перед миром, то ему не то, что это возвращается, точно так же мир честен к этому человеку. Будь порядочным, и к тебе будет порядочным Вселенная. Люди, они, может быть, и подлые, может, от людей это не вернется, но это вернется от Вселенной. Все, дорогие друзья, я думаю, что пускай там не очень, скажем, да, мы обсудили, потому что вначале нам немножко помешали, но в любом случае достаточно так обсудили эту тему, и я думаю, что многие из вас многое поняли для себя. Здравствуйте. Что бы я хотела сказать тем, которые хотят сорвать мои прямые эфиры, я только хочу сказать одно. Хрен вам, а не 8 марта. Вы видите меня, но вы не видели мою прабабушку. Если бы вы видели, какая была железная женщина моя прабабушка, вы бы просто поняли, в кого я есть, в кого я такая уродилась. Что бы против вас ни делали, никогда не переживайте. Никогда не бойтесь. Если копают вам яму, радуйтесь, потому что вы можете потом из этих ям сделать прекрасные себе бассейны. Мне кажется, я уже этими бассейнами так богата, я могу клуб-бассейн открыть для всех желающих. Да. Все, дорогие друзья, всем удачи и всех благ. Год Юпитера, год сильных людей. Будьте еще сильнее. Всего хорошего. Вторая лекция, наверное, проведу все-таки. Пока есть сила.